Доброго времени суток, наши прекрасные девы! Это занятие посвящено только девочкам. И выгоните, пожалуйста, мальчиков из комнаты. Я приветствую вас на уроке, который улучшит качество вашей жизни. Я не преувеличиваю, потому что я специально позвала проблемную фею, которая тоже прошла через эти послеродовые муки, когда во время тех же джампинг-джеков содержимое мочевого пузыря, оно просто не держится, потому что мышцы сфинктера, они не способны на такую тяжелую нагрузку. Сегодня мы научимся сдерживать всякие неприятные вещи, вроде булькающих звуков. Мы научимся управлять мышцами, которые регулируют именно вход в интимные мышцы. Мы с вами выполним комплекс, который можно делать практически каждый день. Один раз потратьте время на прослушивание этого урока, на какие-то пометки, а дальше вы сможете делать комплекс самостоятельно. Тем более, что к этому уроку вы получаете подробную карточку с заданиями, как их нужно выполнять, в какой последовательности и в каком количестве повторений. В процессе занятия я буду очень много говорить, потому что не просто хочу дать вам набор упражнений, а хочу донести до вас, как это работает, почему это важно, и как бы мотивировать вас на занятия с акцентом на мышцы тазового дна. Как я и сказала, мне поможет писающая Полина. Это лучшее представление, которое я могла придумать. Да, и Вася, которая тоже очень сильно пострадала в родах. Мне после первых родов позвонили из НАСА и попросили предоставить фотографии в качестве демонстрации черной дыры наглядно. Погнали! Прежде чем мы начнем наше занятие, я предлагаю вам просмотреть 3-минутный образовательный ролик, который я склеила специально для вас, озвучила таким образом, чтобы вы все поняли и чтобы не качали себе чего-нибудьку, а понимали, на какие мышцы мы можем воздействовать, а какие сокращаются рефлекторно. Поехали! 3 минуты образования, и мы начинаем наше занятие. Положение нашего корпуса в пространстве, а также все органы брюшной полости поддерживает подобный цилиндру мышечный каркас. Его стенки формируют поперечные мышцы пресса, косые, прямые. Вы можете их потрогать и даже почувствовать во время тренировки. Сверху цилиндр закрывается грудной диафрагмой, а снизу мышцами тазового дна. Вот они сегодня являются целью нашего образовательного ролика. Мышцы тазового дна – это трехслойная мышечная пластина. И она натянута, как гамак, от лобковой кости спереди до копчика сзади. Толщина этой пластинки неравномерна, на разных участках она различается. И чтобы гамак не провисал и, соответственно, органы не опускались и не давили вниз, мы будем сегодня с вами выполнять комплекс упражнений. Сокращение мышц тазового дна можно регулировать волевым усилием, но только те мышцы, которые относятся к поперечно-полосатым, такие как бицепсы, например, ягодичные мышцы. Эти мышцы расположены у входа во влагалище и заднего прохода. Это слой 3-5 см. Более глубокие сокращаются рефлекторно и без нашего ведома. Например, как стенки желудка, мы не можем этим управлять. Как понять, что мышцы тазового дна не в норме и нам нужно над ними поработать? Ну, подтекание краника – это естественно. Во время тренировок, смеха, кашля, чихания. Если мы не держим газы и слышим странное бульканье во время тренировок в интимном месте. Ощущение гири на выходе, когда очень сильно тянет. Хронические запоры, если были разрывы в родах, травмы, ребенок был большой. Ну и, конечно же, период менопаузы тоже является показанием к таким тренировкам. А сегодня мы с вами будем тренировать мышцу, которую нужно тренировать больше всех, потому что она выполняет огромную функцию. Мышца, поднимающая задний проход, называется леватор ани. Самая крупная и самая сильная. Вот она и заслуживает нашего внимания. Она парная, часть ее волокон вплетается в заднюю стенку влагалища и при сокращении сужает его объем. Сокращая эту мышцу, мы словно подтягиваем вовнутрь. И сегодня я буду вас просить словно выпить через трубочку, всосать в себя. Это и есть подтяжение мышцы леватор ани. Глубина у всех будет разная, зависит от степени вашей тренированности и насколько мы с вами сможем совладать в первый раз. По мере выполнения этого комплекса будет становиться только лучше. А теперь я приглашаю вас на занятие. Его достаточно повторить со мной 1-2 раза, а после вы сможете самостоятельно тренировать мышцы тазового дна, чтобы все было крепко, чтобы ничего не провисало, чтобы вы ощущали молодость не только на лице, не только кожа и стройность, но и внутри. Ну что,
начинаем нашу тренировку. Уже в руках вы у нас заметили пледик. Пожалуйста, возьмите что-то похожее. Можно сложить полотенце вот в такую трубочку. У нас это плед Икея. Надеюсь, йоги не против, что мы его использовали. Стащили из маленького зала. Давайте несколько секунд на подготовку. Маленький пледик. Он потребуется нам для ощущения внутреннего контроля, немножко где-то пожимать бедра. Также можно использовать мячик, маленький такой надувной, детский, но мы решили взять плед. Это точно есть у каждой девчонки дома. Ну что, мы начинаем первое упражнение вообще с активизации мышц и как бы ими научиться управлять. Но когда говоришь «подожмите мышцы тазового дна», это вообще где? Где-то в горле, где-то в ягодицах. И из ролика вы уже узнали, что мышцы тазового дна похожи на гамак, который выстилает ваш цилиндр снизу, от лобковой кости до копчика сзади. И иногда этот гамак очень сильно провисает. Тогда все ваши органы опускаются вниз, давят на стенки. Там и опускание, и инфекции, и недержание, много различных проблем. Но, к счастью, этот гамак можно натренировать и все это приподнять. И сейчас мы выполним комплекс, который помогает активизировать единственную крепкую мышцу, которую мы можем управлять. Как я уже озвучила в ролике, называется она леватор Ани. Как элеватор, да, это как лифт, поднимающий наверх, так и здесь леватор, то есть тянущий вверх. И мы сейчас научимся эту мышцу сокращать. Итак, ну что, мы садимся на этот плед. Мы садимся на плед, потому что нам что-то нужно чувствовать. Надеюсь, у нас нет скудоумных людей, которые будут ржать, что они тут сели почесать себе что-нибудь. Хорошо, мы уселись вот таким образом. Вы можете отрегулировать высоту, да, немножечко его больше скрутить. О, класс, все, я нашла удобный момент. Вы просто ощущаете, да, в районе интимного места, что там что-то находится. Нужно это ощущение для того, чтобы активизировать рецепторы, которые считывают положение тела в пространстве. И первое, чему мы с вами научимся, это опрокидывать таз, передний наклон, в задний и подтягивать эту мышцу наверх. Наверное, проще всего объяснить, как ее сокращать. Ну, представьте, что вы справляете малую нужду, и вот вам нужно остановить струю силы, да, вы даже можете вот попробовать во время похода в туалет остановить и как бы подтянуть наверх, а потом расслабить и снова продолжить свои дела, а потом снова подтянуть. Итак, руки расслаблены, положите их на тазовые кости, плечи опустите вниз, кончик носа немножечко наверх. Итак, мы на раз будем подтягивать тот самый свод влагалища, там, где вход. Только вот эти 3 сантиметра первых можно тренировать. Все, что остальное дальше, то есть выше, глубже, а всего там 12-13 сантиметров, оно не тренируется, оно сокращается рефлекторно. Поэтому все, что мы можем сделать, это подтянуть, как бы на замок, посмотрите, как на молнию застегнуть, а потом расслабить и как бы, да, распространиться над вот этим пледом. Снова подтянуть наверх на несколько секунд, зафиксировать и расслабить вниз. Вы, наверное, видели, мы продолжаем в том же темпе, вдох-выдох. Видели в торговых центрах такие автоматы, да, когда щупальца опускается, тянется за игрушку. И вот вы точно так же, да, интимными мышцами подхватываете плед, тянете его наверх, несколько секунд удерживаете и плавно опускаете. Снова щупальцами сначала grab, да, обнимаем, подтягиваем наверх, несколько секунд удерживаем и опускаем вниз. Плед здесь нужен для того, чтобы вы ощущали, как вы распространяетесь сверху, тянете наверх и медленно опускаете. Еще несколько повторений мы выполним в таком темпе, чтобы вы понимали, какие мышцы нужно сокращать. То есть мы не напрягаем пресс, мы не напрягаем поясницу и ягодицы. Бедра, в принципе, они тоже у нас расслаблены. Мы напрягаем вот это вот кольцо, которое тащит вас наверх. Из ролика вы узнали, что эта мышца леватор Ани, которая как бы поднимает задний проход наверх, она еще и вплетается в стенки влагалища. Это значит, что она действительно способна сузить вход. По-моему, после родов эта тема очень актуальна. И вниз.
За 2 месяца можно полностью восстановить свой внутренний гамак и, в принципе, вернуться в исходные настройки. Но так уж природа устроена, что организм женщины, он просто гений регенерации. Сейчас, девочки, я попрошу вас подтянуть кольцо наверх и секунд на 10 задержать. Приготовьтесь. Вдох. На выдохе. И дышим. 8. Дыхание спокойное. 7. Вы удерживаете кольцо. 6. 5, подтягиваете все наверх, 4, 3, 2, а теперь 8 выбросов, 8, тяни, 7 и 6 и 5, не надо прыгать, 4 и 3 и 2 и 1, умницы, закончили, все, мы достаем пледик. Кладем его рядышком вместе с собой под голову, мы укладываемся на спину. Пледик вот так под мышцы шеи, для того, чтобы вам было комфортно. Руки располагаем вдоль тела, а потом кладем кончики пальцев на тазовые кости, для того, чтобы координировать свои движения. Упражнение «Тазовые часы» – это упражнение, которое помогает контролировать наклон таза и также сокращать мышцу на входе. Представьте перед собой циферблат из 12 часов. Сейчас мысленно поставьте точку на 12 часах, а потом внизу на 6 часах. Когда мы с вами опрокидываем таз на 12, попробуйте потянуться на 12 тазом, как будто перепрыгнуть через забор. Это называется передний наклон таза. Очень часто у девочек есть такая проблема, как гиперлордоз, излишний прогиб в пояснице. Попробуйте продеть руки под спину. Чувствуете, какая дыра? А вот многие так ходят всю свою жизнь. А теперь обнимите свой живот. Вы чувствуете, как он вывалился, растянулся и стал шарообразным? Ну, на мой живот точно не смотрите. Смотрите на Полинин. Все равно он как бы вываливается вперед. И вот это положение ненормальное. Наша задача вернуть его в нейтральное. Верните, пожалуйста, в нейтраль, когда поясница не плотно давит в коврик, может пройти лист бумаги. Это нейтраль. А теперь мы покажем задний наклон таза, так называемые плоские ягодицы. Попробуйте на 6 часов лобком подтянуться на 6 часов. Мышцы поясницы плотно прижаты в коврик. Посмотрите, все подтянули наверх. Боже, где мой живот? Подтянули ребра наверх. Это у нас задний наклон таза, плоские так называемые ягодицы. Возможно, вы тоже видели такой тип фигуры, когда вот от спины идет ровная линия и только маленький такой блинчик ягодичный. Это тоже ненормальное положение. А теперь верните в нейтраль. Верните в нейтраль, когда все ровно, ребра распределяются равномерно. Теперь мы будем чередовать 6-часовой и 12-часовой наклон. Итак, наклон таза на 12 часов. Опрокинули, как будто, смотрите, вылили. Оп, вылили. Чувствуете, таз ушел вниз, поясница образовала купол. Теперь наклон на 6 часов, вы все подтянули. Вот в этом наклоне ощущение, как будто от входа во влагалище до пупка вы застегнули на молнию. Застегните эту молнию, плотно внутри все подтянуто. Поехали. 12, вдох, выдох, 6. Подкручивайте таз. Снова 12. Стопы равномерно давят на коврик. Можете заниматься босиком либо в носочках. Выдох – это 6 часов. Посмотрите, вход сузился, да, никаких хрюканий, бульканий быть не должно. Снова вдох, 12. Выдох, 6. Огромный бонус такой тренировки в том, что вы только первый раз тратите время, потом вы запоминаете, и знаете ли, это упражнение можно реально делать каждый день, лежа на диване. Вот у вас есть 5 минут, вы проснулись там, занимаетесь какими-то делами, но, пожалуйста, сделайте вы эти часы. В накопительном эффекте будет просто невероятный результат. Укрепите поясницу, органы встанут на место, гамак подтянется, и вы сами заметите, как вы избавились от низа живота, от этого выпирающего бугорка. Вообще идеально плоского живота не существует. Не стремитесь, пожалуйста, за этим идеалом. Всегда после еды вы будете больше. В сидячем положении вы всегда будете шире. Во время ПМС и критических дней вы тоже будете как большая надутая жаба. Поэтому принимайте свое тело в разных плоскостях и не стремитесь к идеальным животам.
К сожалению, в жизни нет фейстюна, где можно все обрезать, подтянуть и сделать инстаграмную фоточку. Немножко жира – это нормально. Немножко выпирающий бугорок – это тоже нормально. И не нужно хейтить тренеров, фитоняшек, фей за то, что у них вываливается живот. Он вываливается так же, как у всех, потому что феи тоже имеют кишечник, матку и другие органы, которые давят изнутри. Попрошу вас сейчас на 12 часах в переднем наклоне задержаться на несколько секунд, подтянуть свод влагалища наверх, образовать арку в пояснице и представьте, что сейчас из вас вылазит чужой, а вы его держите и не выпускаете изнутри. Переносим таз на 6 часов и еще крепче. Не выпускаем чужого изнутри. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вернитесь в нейтральное положение. Теперь на часах мы видим 3 и 6. Здесь все немножко проще. Мы смещаем таз в сторону, уводим правую тазовую кость наверх в сторону троечки. Возвращаем вниз, как по траектории маятника, и переносим на девяточку. И вот здесь мы продолжаем работу. Чувствуете, как кости таза перемещаются в пространстве. 3, 6. В конечной точке вы чувствуете, как свод подтягивается наверх. Здесь расслабили, наверху немножечко подтянули. Девочки, одинаково плохо иметь гипотонусные, слабые мышцы тазового дна. Также одинаково плохо иметь в гипертонусные, перенапряженные. Спустя много лет я поняла причину своих первых ужасных родов, потому что мой таз, он был настолько напряжен, но из-за профессионального спорта, в первую очередь в детстве, из-за больших физических нагрузок. Шейка матки, которая тоже является частью матки, мышечного органа, она просто не могла раскрыться, потому что она была настолько передавлена. У нее не было никаких шансов на нормальное течение родов. Поэтому в 30 недель я прекращаю издевательство над тазом, буду только расслабляться, прыгать на мяче и готовиться к нормальному раскрытию. Внимание, мы соединяем наш циферблат. Приготовьтесь. Наклон на 12 часов, наклон на 3, 6, 9, 12. Продолжаем. Плавно вращаем по часовой стрелке. Мы не просто совершаем какие-то рандомные, бездумные движения, вращая копчиком. Мы работаем с очень глубинными внутренними структурами. Полина, болят ягодицы, потому что мы только делали ягодичную тренировку. Конечно же, они будут ощущаться и вовлекаться. Эти упражнения мы можем делать даже в повседневной жизни. Девочки, мы меняем направление. Приготовились. 6 часов. 3, 12, 9, 6, 3, подтянула, 12, 9. Снова. Контролируйте, пожалуйста, момент сокращения мышц. Особенно у кого ранний послеродовый период, а это в принципе до года, в некоторых упражнениях типа березка, да, можно ощущать, как воздух попадает вовнутрь и потом издает совершенно странные неприятные звуки. У меня тоже это было. Полина, конечно, молчит, но я тоже уверена, что она булькала только так. И все это убирается за счет сужения и тонификации стеночек. Хорошо, теперь, пожалуйста, остановитесь в нейтральном положении. Я говорю вам цифру на циферблате, а вы переводите свой таз. Приготовьтесь. 9, 6, 12, 9, 6, 3, 12, 6, 9, 18:45. Молодцы, закончили упражнение. Прекрасная работа. И теперь, пожалуйста, очень важный момент. Я хочу сейчас, чтобы вы запомнили и записали на свои подкорки, как правильно нужно подниматься. Так нужно подниматься после родов в течение года минимум, до тех пор, пока ваши мышцы не сошлись обратно. Я говорю про прямые мышцы живота. Да и вообще это хорошая, полезная привычка всем подниматься таким образом.
Полина, вот, как бы ты сейчас поднялась, не думая, наверное, как-то бы вот так, да, в раскоряку. Вот так поднялась. И посмотрите, вот она поднималась, я сейчас сделаю замедленное действие, и увидите, как ее живот просто вздулся вот такой горой. Полина уже крепкая, да, у нее роды были 3 года назад последние, она уже крепок. А теперь представьте мышцы, которые еще вообще не сошлись, когда внутри там холодец вместо гамака, и вот вы каждый раз вот так вот поднимаетесь, и все это расходится. А потом говорите: Вася, у меня вываливается живот. Потому что вы сами драматизируете эту ситуацию. Так вы можете подниматься только на тренировке, когда делаете кранчи, потому что вам тренер говорит: собрать, подтянуть. В повседневной жизни вот вы лежали вот так, взяли и пошли, то есть вы не собраны. Поэтому мы перевернулись на бок и вот так подняли себя. Есть разница. И посмотрите, ваш живот будет целенький. Я вот себя сейчас так поднимаю. После родов вообще месяц, вот только таким образом, медленно и аккуратно, потому что то, что потом разошлось, вы попробуйте собрать обратно. Ну что, мы продолжаем. Лягте обратно. Мы оставим наш плед для удобства. Руки вытягиваем вдоль тела, поясницу искусственно в коврик не вдавливаем, она едва касается. Поднимите правую ногу наверх, поднимите левую под углом 90 градусов. Внизу живота я не буду выполнять это упражнение, потому что мне уже немножко некомфортно, больно даже. А вот Полина в самый раз. Давайте будем показывать на ней. Итак, упражнение называется «Мертвый жук». Просто топ для восстановления. После того, как вы научились подтягивать и двигать тазовыми часами, вы можете приступать к следующему уровню. Итак, голени 90 градусов по отношению к корпусу, ладони расправить. Итак, посмотрим на Полине низ живота. Сейчас я, конечно, не могу подойти, надавить на вас ладошкой, но Поля сейчас будет надувать живот, выталкивать мою ладонь наверх, а теперь внизу на выдохе его сокращать и делать плоским. Задача любых упражнений на пресс – сделать ваш живот более компактным. То есть, Поль, покажи, как не надо. Вот многие девочки надувают, видите, она даже уже не может сделать неправильно, потому что я надрессировала делать правильно. То есть надувается вот таким жабьим горбом. И попробуй покачать пресс. Подними плечи. Посмотрите, складка жира. И не одна. Вот такая дуга. И посмотрите, я сейчас... Я нашла Полинин диастаз. То есть я засунула просто в пуп, и там у нее мягкая белая линия живота. А если Полина сейчас напряжет вход в пещеру, я не могу продеть руки. Я немножко могу продеть, но у нее твердая белая линия живота. Это защита, это значит, что кор включен в работу. Животик втянулся, диастаз минимальный, да, а у Полины был большой, она пришла просто с животом наружу. Есть, конечно, 2 пальца не влазят, но это не критично, это тот уровень, с которым можно работать. Все, расслабься. Мы провели маленькую диагностику, я засунула человеку в руки, в живот. Там все классно, все хорошо. У вас тоже со временем все восстановится, либо укрепится еще лучше. Итак, когда мы качаем пресс, когда мы поднимаем корпус, мы ни в коем случае не надуваем живот домиком и горбом. Так мышцы пресса глубинные не работают, они только расходятся, и усиливается компрессия в брюшной полости. Мы будем делать себя компактными и как бы сжимать немножечко вовнутрь. Итак, руки вдоль тела. На вдохе подними грудную клетку. На выдохе сделай плоский низ живота. Голову можешь положить, но пресс находится в напряжении. Теперь на вдохе Поля опускает пятку до пола. На выдохе толкает наружу. Вдох. На выдохе. Когда Полина опускает ногу вниз, у нее от пресса словно натягивается тросик, который соединяет ее с квадрицепсом, с четырехглавой мышцей бедра. И вот я сейчас кладу ладошку, девочки, там все плоско. А если бы Поля делала неправильно, я бы ощущала давление на ладонь. И ваша задача вот такими маленькими движениями учиться создавать нейтральное положение живота. То есть никакого бугорка быть не должно. Вы можете кого-то попросить, мужа, ребенка постарше, положить ладошку и не позволять вам надувать живот. Легкие дышат вдох, на усилии выдох. Ладони оказывают сопротивление, выдох. У нас еще 8. Вернула. 7.
Когда Полина опускает ногу, у нее ощущение, как будто все вытягивается. 6. Поясница прижата, вдох, выдох. 5. Вдох, выдох. 4. Мышцы шеи расслаблены. 3. А в кор у нас происходит настоящая работа. 2. 1. Есть. Колени подтянуть к груди и немножечко расслабиться. Таких упражнений достаточно 16 выполнять. Ну, если правильно, можно 1-2 подхода. Это движения, которые не тренируют ваши кубики пресса как таковые. То есть вы должны понимать, это не тренировка в плане прогресса, но это тренировка, без которой ваш прогресс просто невозможен, и он не имеет смысла. У вас не будет кубов, если ваше нутро банально не держит давление, если вы разваливаетесь, как старая потрошенная рыба. Во втором подходе мы с вами усложним движение и добавим провокацию. Это провокация. Вернитесь в исходное положение. По очереди подтяните ноги. Руки вытяните вдоль тела. Расслабьте мышцы шеи, опустите плечи вниз. Настройте все свои приборы. Где ваша мышца, которую мы сегодня учимся подтягивать наверх? Вы ее сегодня видели. Она V-образная, да? Она вплетается в глубокие структуры и как бы тянет все наверх. Удерживайте ее. Итак, одна нога остается согнутой, ну, допустим, левая. Выпрямите правую ногу. И теперь задача Полины — сохранять такое же нейтральное положение, только незначительно вывести ногу в сторону и вернуть ее по кругу вниз. Вот так. В данном случае у нас бедро выступает провокатором. Посмотрите, оно хочет вас расшатать. Не надо так низко опускать, немножечко повыше. Вот. Смотрите, и Полина так и тянет, да, сместиться за ногой. То есть таз хочет уйти в сторону. Нет, ваши тазовые кости находятся в нейтральном положении. Вспомните тазовые часы на часах 0,0. Вот. И Полина не поддается на провокации своей ноги и внутри удерживает. Вот это и есть мышцы кора. Кор — это канаты, внутренняя арматура, которая поддерживает ваш корпус и способствует выпячиванию органов и вываливанию животика. У нас еще 4 повтора. Вдох, на выдохе. Вдох, на выдохе. 3. Никаких шатаний. Если вы понимаете, что вы еще не выдерживаете, выполняйте классического жука в первом варианте. Полина, приготовься поменять сторону. И 8. Хоп. И 7. Немножко вот так, 90 градусов по отношению к корпусу. 6. То есть движение кажется, да, максимально простым. А ты попробуй сделать так, чтобы проконтролировать. Вот, Поля, не надуваем животик, держим. Не заставляй меня трогать там. Придется верить на слово, что все подтянуло. Но, судя по плоскому животу и ровным костям таза, все выполняет правильно. То есть движение, может быть, покажет, посмотрите, вот на ту ногу она делала лучше, на эту какой-то карликовый круг, но это нормально. Кто сказал, что у вас с двух сторон одинаково связки хорошо работают и ровненько крепят таз? У нас 4 движения умница. Коротенькие. Держать 3, не надувать. 2. Хорошо. Оставайся в центре. Сгибай ноги под углом 90 градусов. Теперь потяни плечи на выдохе вверх. Убедитесь, что живот не надулся. О, обалденно крутая твердая площадка. И теперь, Поль, руками на выдохе мы будем выполнять плескающее движение. Как будто у нас здесь находится блюдечко. Вот. Блюдечко, по которому вы плескаете и делаете сплэши, брызги. И выдох. Животик не надувается, он плоский. Движение короткое. Самое тяжелое здесь не плечами двигать, а удерживать вот это ровное положение. Подтяните задний проход наверх. Сомкните стеночки вот такими маленькими, узенькими. Пресс стал компактным. И в темпе 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, стоп. Это прессура, внутреннее давление. 8, держи. 7, все, подтягивай. 6, это максимальное напряжение. 5, 4, 3, 2, разомкнули кольцо и опустили вниз. Молодцы. Какие ощущения, Полин?
Вот Полина говорит, что она ощущала, как у нее действительно расходятся канаты, да, это уже вариант я показываю на продвинутом, в данном случае клиенте, который уже хорошо контролирует свое тело. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь, если у вас не получилось, если вы ничего не поняли. Это не упражнение дебильное, это просто пока еще мозг не готов воспринимать эту информацию. Но если вы будете банально готовить обед, нарезать свою курочку, да, и посокращали, порасслабляли, пошли в туалет, попробовали остановить струю, зафиксировали ее. Ну, это абсолютно нормально, здесь нет ничего постыдного. Блин, стыдно хлюпать влагалищем в общественных местах. Вот это неприятно, когда ты не можешь выполнить прыжок, либо чихнуть, потому что из тебя все льется. Вот это неприятно. Это все можно исправить, как я сказала, и сделать из себя внутреннюю конфетку. Потому что важно не только лицо, не только фигура, но и то, как вы себя ощущаете внутри. Если вы понимаете, что вы, развалюха, то какой привлекательности может идти речь. Хорошо. Полина сейчас поднимется правильно. Это привычка. 5-0 за технику, 0 за артистизм. Все, для того, чтобы первый урок не был слишком длинным, мы сейчас на этом остановимся, но будет вторая серия с более сложными упражнениями. У нас же все с вами всегда идет постепенно. У нас тренировки — это бусинки, которые мы нанизываем на браслет, чтобы получилось не какое-то несуразное украшение, чтобы все было логично, красиво и эстетично. Поэтому сейчас вы отправляетесь шлифовать этот комплекс, хорошенечко его разучиваете, выполняете самостоятельно минимум неделю, а то и 2. И после вы можете приступать ко второму уроку, который покажет вам более продвинутые упражнения, и мы будем тренировать еще одну мышцу, которую можно сокращать за счет волевых усилий. Поль, тебе огромное спасибо за то, что не постеснялась, может, дашь мне 5? Пес, дай лапу. Что не постеснялась, да, принять участие в съемках такого ролика. Блин, нам не смешно, потому что мы через все это прошли, это было не очень приятно, и мы рады, что мы восстановились, правда, Полечка? Дай 5. Девочкам пожелаем тоже быть крепок во всех местах. Всем пока!